А сейчас я вам буду рассказывать, как побеждать судьбу. Хорошо? Сегодня ко мне пришел один знакомый, один человек, ну не знакомый, вернее, мне один знакомый попросил меня с ним поговорить, и он начал жаловаться на свою жизнь. Он говорит: у меня все время проблема, и мне тяжело как бы верить в людей, мне тяжело как бы их любить, я постоянно раздражен людьми, вот, и постоянно жаловался мне, жаловался. Я ему говорю: ну вы знаете, вот это все происходит просто от эгоизма. Вот ты когда на себе сильно зациклен, тебя постоянно все раздражают, у тебя чувствительность. Как только от себя отвлекся, начал добрые дела делать, так сразу чувствительность пропала, проблемы прошли. И вот самая суть вообще победы над судьбой заключается в том, чтобы отвлечься от себя. А стресс, когда человек даже спать не может, он так сильно сосредоточен на себе, что он вообще никогда от себя не отвлекается. Вот и все. Как только человек отвлекся от себя, он над кем привлечен? Или природой он получает здоровье, или он привлечен людьми, получает социальную силу, или привлечен Богом и побеждает судьбу. Вот и все, понимаете? Вот самое главное, человек должен от себя как-то оторваться. Вот этот самоанализ постоянный, это постоянные мысли, что мне плохо, меня все замучили, эти люди меня не любят. Вот от этого, когда человек отрывается, он начинает побеждать судьбу. Но если уже говорить о серьезных методах победы над судьбой, то тогда они следующие. Если вы просто приходите в храм и начинаете что-то делать для монахов, то в вашу жизнь приходит удача. Вот если вам нужно что-то в жизни, Бог вам сделает, потому что вы делаете только то, что нужно Богу. Если вы берете и идете, допустим, делаете пожертвование какого-то человеку, которому что-то надо. Не просто тем, кто там, подайте на бухло, там сидят на улице, допустим. Вот. Они так не говорят, конечно, но это подразумевается. Не всегда, но чаще всего. Вот смотрите, если взять психологию голодного человека, да, то голодный человек нормальный пойдет к знакомым, к родственникам или пойдет на мусорку. Понимаете, вот у него только две опции. Пойти на улицу и просто поставить шапку и сидеть клянчить нормальный голодный человек не будет, потому что там все схвачено мафией. Вот ты сядешь на улице, тебе подойдет и скажет: ты что здесь сидишь? Здесь надо платить или так далее. И он уйдет, потому что это как бы, ну, не хочет он с этим связываться. Поэтому все люди, которые нуждаются в пище, они или спрашивают, звонят знакомым: помогите, мне кушать нечего. Или просто идут тихонько на мусорку. Если вы с утра увидели, человек по мусорке лазит, пусть даже он бомж, допустим, он там бухает там и так далее, принесите ему поесть. Потому что если вы ему еду принесете ему в это время, когда он по мусорке лазит, с целью найти кушать, и он это съест, то значит Бог вам даст то, в чем вы нуждаетесь, потому что этот человек нуждался в еде. Это не значит, что Бог вас завалит макаронами, которые вы ему дали. Он вам даст именно то, что вам надо. Допустим, у вас нет мужа, а вы дали ему покушать. Бог вам будет давать, вы приблизитесь к мужу уже, понимаете? Если у вас не хватает здоровья, Бог вам будет давать здоровье. То есть вот этот метод пожертвования, этот метод предназначен для получения того, чего тебе не хватает. Запомнили? Но условие такое: жертвовать надо от сильно нуждающемуся человеку. Именно то, в чем он нуждается. Но деньги жертвовать опасно, потому что человек может их использовать на греховные цели, и вы за это пострадаете. Вот, допустим, вы в чем-то нуждаетесь, вы дали человеку деньги, и он пропил их. Бог вам тоже даст врача, но этот врач вас обманет. Понимаете, поэтому никогда не давайте деньги, не зная, что с этим будет. Лучше давайте еду, потому что иначе вы просто ошибетесь. Медвежью услугу сделаете. Следующий метод. Когда человек по часовой стрелке обходит храм, святое место, и при этом как бы кланяется всем людям, которые там служат Богу, такой вот обход ходит по часовой стрелке, вокруг святого места идет, и мысленно оказывает всем почтение, то в это время человек набирается духовной силы. Вот человек проходит такую, как бы он ходит по часовой стрелке, в это время он становится энтузиастичным, способным побеждать судьбу, радостным и сильным внутри. То есть это прибавляет силы человеку.
Если человек стоит на службе религиозной и очень вдохновенно слушает песнопение и все это делает, он входит в гармонию с пространством и временем правильно и становится, получает возможность осознать свою жизнь. Этот процесс называется ритуал. Ритуал — это древнее слово, которое исходит от санскритского слова «рита». Слово «рита» санскритское означает ритм, вселенский ритм. И ритуал — это то, что соединяет человека с вселенским ритмом. Когда человек очень вдохновенно слушает песнопение о Боге, в это время он может осознать свою жизнь в 10 раз лучше, чем в любое другое время. То есть он, соединяясь с вселенским ритмом, получает знание о своей судьбе также. Потому что судьба находится в настоящем времени. Слово «счастье» с древнерусского означает «сейчас» — это «сейчас», а «тье» — это «существование». Когда человек хочет в этой жизни что-то получить, он всегда в своем сознании уходит в будущее. Он живет в будущем всегда. Вот приеду домой, тогда расслаблюсь. Приехал, вот посмотрю кино, тогда расслаблюсь. Посмотрел, вот посплю, тогда расслаблюсь. Поспал, вот на работу пойду, тогда все будет хорошо. Пошел. Вот когда закончится работа, тогда все будет хорошо. Вот приеду на работу, тогда все будет хорошо. То есть он всегда живет в будущем, человек. Когда человек стоит в храме и наполняется духовной силой, он входит в настоящее время. Контакт с настоящим временем приводит человеку знание о том, как правильно жить. Он понимает свою судьбу лучше в этот момент. Поняли? Когда человек в депрессии, в печали находится, он живет в прошлом и думает о прошлом все время. Печалится означает, скорбит о том, что было. Когда человек служит старшему, то есть, допустим, как служить старшему, выполняя его наставления. Вот, допустим, священник говорит, делай то-то, он человек делает, говорит, я сделал. Когда человек служит старшему, он получает контакт с Богом. Когда человек слушает старшего, он также получает контакт с Богом, если он слушает с верой. Старший — это тот человек, который бескорыстно настроен и связан с Богом тоже, занимается духовной практикой. Если человек с верой служит, такой человек слушает, то сам Бог ему дает знания. Если человек пришел в святое место и раскаялся в своих поступках, сила раскаяния возрастает многократно. Если человек в святом месте постится, параллельно выполняет служение, сила его служения возрастает многократно. Если человек жертвует в святое место, то сила пожертвования возрастает многократно, если священники используют пожертвования по назначению, они обманывают вас. Что тоже может быть. Всякое может быть. Что опасно делать для развития? Опасно критиковать тех, кто идет путем развития. Самое опасное. Вот, допустим, человек начал работать над собой, но у него есть недостатки. Вы не должны обращать на это внимание. Опасно критиковать тех, кто служит Богу по-другому, не как вы. Допустим, у него другая вера, нельзя его за это критиковать, это тоже очень опасно. Это разрушает вашу собственную веру. И ваше отношение с Богом разрушает. Опасно переманивать человека в свою веру. Допустим, у человека есть вера, он с вами дружит, и вы ему говорите, давай к нам, у нас лучше. Это опасно, это большой грех. А что, допустим, дает человеку возможность очень сильно побеждать судьбу, и что Бог очень сильно любит, это когда ты, допустим, у тебя родственники другой веры, а ты их все равно любишь и уважаешь их веру, и не мешаешь их заниматься их духовной практикой, а наоборот вдохновляешь их. Вот это Бог очень сильно любит. Ну, чтобы вы знали. Видите, как хорошо, когда человек понимает, что Богу нравится. У нас есть клуб «Благость» здесь в Барнауле. 2 клуба «Благости». Вот. И там в фойе вы все узнаете. Это клубы помогают развиваться людям разных традиций, конфессий, помогают социализироваться людям. Часто люди одинокие, допустим. А эти клубы делают акции, там кормят
детей всяких там, престарелых заботиться. Ну, то есть они как бы делают человека социально активным, знакомить друг с другом там и так далее. Ну, то есть развивают, слушают мои лекции. У нас есть молитвенные ретриты в клубах, то есть я учу всех молиться. Все клубы включаются там по всему миру, представляете, там около 100 клубов по всему миру, и все вместе молиться начинают. Я сначала рассказываю, как молиться правильно, потом у нас разбор полетов идет, час молитвы еще. Каждый молится в своей вере. Вот это все происходит в клубах благости. Поэтому по пятницам 3, 10, 18, 24 ноября в 18:30 будет вечные ответы, семинар, в котором как бы будут тоже разбираться вопросы по самосовершенствованию. И приходите на этот семинар тоже. Это ребята местные будут читать, которые вот, они по моим лекциям развиваются. Тоже можно послушать, поучаствовать, более близкое общение будет такое. Такие. Да там все есть в фойе, вот выйдите и все узнаете. Вечные ответы означают, что просто мы говорим, как развиваться. Вечные вопросы, как жить, и вечные ответы по Священному Писанию. Вот такие дела. Теперь слушайте внимательно о самом главном методе победы над судьбой, который называется молитва. Человек должен обязательно в доме иметь место, где бы он мог помолиться. Это может быть просто уголок какой-нибудь или часть комнаты. Там может стоять алтарь. Алтарь должен содержать просто фотографии ваших святых, святыни какие-то, святую землю, там, просто то, что связано со святостью. Есть канонические алтари, в каждой вере есть свои каноны. Вы можете узнать, если у вас есть вера. А если у вас нет веры своей, ну возьмите всех святых, поставьте вместе разных традиций. Это будет вашим алтарем, Богу это тоже будет нравиться. Когда человек читает молитву, благоприятно зажигать свечку. Топленое масло также является священным, топленое сливочное масло, потому что оно обладает очень чистым огнем. И если вы берете просто ватный фитилек и ставите чашечку с топленым маслом и фитилек зажигаете, то это хорошо для молитвы. Огонь вот топленого масла тоже очень благоприятный. Ну как бы вот то, что делают пчелы, вот этот воск, и из воска делаются свечи, это тоже считается священным. Они тоже как бы, пчелы в благости находятся, насекомые в благости. Они, как бы, у них правильное сознание. Они всегда думают о любви постоянно. Они ищут нектар и пыльцу. Это энергия любви растений. Поэтому у пчел сознание очень благостное. Позитивное. Поэтому все их как бы продукты их жизнедеятельности, они все лечебные. Там молочко, там пыльца, вот это вот пыльца, вот это вот желтенькие там всякие там, да, такие вот шарики, да, продают. Ее надо добавлять в суп. Хоть она сладкий вкус имеет, но это считается острая специя. Ее надо добавлять в суп, она разжигает пищеварение. Ну, там можно несколько песчинок, каждый раз суп кушаешь, добавлять и есть суп вместе с ней. Итак, когда человек молится, он должен не двигаться. Молиться можно и шепотом, и громко, но люди чаще всего громко не могут, потому что это будет мешать или соседям, или родственникам спать. Вот. Чаще всего люди молятся шепотом, но лучше молиться вслух. Но если вы молитесь в уме, то эта молитва не побеждает судьбу. Потому что в уме находятся мысли, а мысли — это судьба. И ваши мысли всегда будут сильнее вашей молитвы. Потому что в уме могут молиться только очень сильные и святые люди. А остальные люди все должны молиться звуком. Потому что если вы не повторяете вслух молитву, то разум не включается. И значит, победы над судьбой не будет. Если вы сидите в одном положении или стоите, и вы устали, можете поменять положение. Это не меняет силу молитвы. Но если вы начали ходить, то вы уже ослабили силу молитвы. То есть ваша сила будет уже намного слабее.
И победа над судьбой тоже будет слабее, потому что разум с трудом включается во время движения. Он включается в основном только, когда человек не двигается. Запомнили? Есть несколько способов молиться. Один способ — вы смотрите на алтарь и кланяетесь мысленно. Второй способ — вы полузакрываете глаза и слушаете просто звук молитвы. И то, и другое хорошо. Если вы полузакрываете глаза и слушаете звук молитвы, и в это время вас клонит ко сну, значит, ваше слушание очень слабое. Вам тогда надо смотреть на алтарь. Потому что если человек имеет сильное слушание, как бы он ни сидел с закрытыми глазами, никогда не заснет, а его сознание всегда очень сильное и бодрое в это время. Но если у человека сознание мутнеет, у него нет концентрации, то лучше всего смотреть на алтарь. Если вы кланяетесь во время молитвы, то это не молитва, побеждающая судьбу. Это молитва покаяния, может быть, и так далее. Это как зарядка. Ну, то есть ты кланяешься, в это время у тебя идет процесс познания, там все прочее. Но это не молитва, побеждающая судьбу. Чтобы побеждать судьбу, надо сидеть неподвижно. И кланяться можно мысленно. Но тело должно не двигаться. Есть молитвы, которые дают представление о жизни и о Боге. Например, псалмы. Это не молитва, побеждающая судьбу. И они читаются просто один раз, утром, вечером. Или, допустим, намаз, как вот в песне пелось, тоже читается утром, вечером. Это призыв к молитве, намаз. Призыв к молитве, но не сама молитва. Потому что сама молитва — это когда человек читает короткую молитву, в ней должен прославляться Бог. Вот что в этой молитве короткой? Прославляется Бог, или Его имя, или Его деяние, или Богородица. Дальше человек просит только о духовных благах, больше ни о чем, если он что-то просит, а лучше просто прославляет Бога. И эта молитва читается на четках, она не такая длинная, как псалмы там и так далее. Она читается на четках, и она читается много-много раз подряд. И каждый раз все глубже, глубже, глубже человек пробивает свою судьбу. Молитва, побеждающая судьбу, не значит, что вы читаете много-много разных молитв. Это одна молитва, которую человек повторяет много раз. Судьба пробиваться должна, а не вширь, как бы вы действуете. Вы пробиваете судьбу, а не вширь действуете. Теперь те люди, которые хотят реально побеждать судьбу, послушайте мой совет. Возьмите песнопение, молитвы в вашей вере каких-то монахов. Не обязательно, чтобы они были святые, просто те, кто искренне поют. И вам это должно нравиться. И повторяйте молитву вместе с ними, не обязательно ту же самую, но в их настроении. Когда вы повторяете молитву, вы должны сильно слушать не себя сначала, а их. Потому что, чтобы слушать себя, надо, чтобы разум включился. Для этого требуется время, обычно минут 20. Если вы сильно их слушаете, то сначала вы просто будете к ним прислушиваться, какое-то время синхронизировать с ними свой голос. Не надо повторять с той же скоростью, надо повторять с тем же настроением. И не надо петь молитву, а просто читать. Они поют, а вы читаете. На следующем этапе вы будете слушать их, и у вас появится вдохновение в сердце, и ваш голос станет твердым. У женщин он становится звонче, у мужчин гуще, как гром. Это значит, что разум включается. На третьей стадии вы почувствуете, что сердце открылось. В этот момент открытие сердца, то что это значит? Хорошо стало внутри, что-то тут произошло, настроение появилось, там, ой, как хорошо. Ну, то есть, вот когда вот так, то вы это поймете, что вот так. В это время открываются ворота судьбы. Обычно они закрыты. У всех людей сердце обычно закрытое. Но когда разум включается и постепенно звук молитвы доходит до сердца, у него вот так происходит. У кого вчера вот так произошло, поднимите. Вот у вас включилась работа над собой в этот момент. В это время, когда вот так произошло, можно теперь от своего сердца уже повторять молитву. Вы почувствуете, что реально у вас от сердца пошло. И тогда вы уже продолжаете слушать тех, кто молится, чтобы сила разума не ослабевала. Но повторяйте молитву от сердца. И кому повторять?
Есть несколько вариантов. Первое, назад отдаете тем, кто молится, можете с ними устанавливать отношения. Второй вариант, отдаете алтарю, святыне, молитву. И третий вариант, просто людям желаете всем счастья. Если вы хотите победить свою судьбу, никогда не отдавайте свою молитву своим родственникам и себе, любимому. Потому что когда человек думает о своих родственниках во время молитвы, он никогда не может победить судьбу, потому что он не пускает туда Бога. О чем мы думаем, так и происходит. Если мы думаем, значит судьба действует. Если мы думаем о себе и о родственниках, значит я внутри судьбы нахожусь. Победить ничего невозможно. Если я забыл про свои мысли и про свои проблемы, а думаю о Боге и служу Ему, то в это время Бог начинает думать о нас и помогает нам. И вы это увидите потом, как им становится лучше. Как можно прослеживать? Допустим, после молитвы и перед молитвой можно вспомнить близкого человека, и в этой памяти находится вся информация. Если ваша память тревожная, вам плохо о нем вспоминать, значит там очень все не гладко. Но если вы помолились и вспоминаете о близком человеке, и память легче стала, это значит, вы побеждаете судьбу. Потом память может легкой вообще стать и спокойной, это значит, первый этап победы над судьбой произошел. Но если вы не можете оторваться от своей проблемы во время молитвы, в это время вы не побеждаете судьбу. Победить судьбу можно, когда ты забыл про проблему и думаешь о Боге или о молитве. Поэтому и надо сильно слушать тех, кто молится, чтобы отвлечься от своей памяти от себя. Вы поверьте мне, это непросто. Но это возможно. В тот момент, когда вы отвлекетесь от себя, у вас сердце возрадуется. И вы почувствуете, прям реально почувствуете, как Бог начинает действовать внутри вашей судьбы. Он всегда готов действовать, мы не пускаем Его, потому что мы постоянно сами о себе думаем. Мы Его ни секунду туда не пускаем, внутрь. Боимся потерять контроль над ситуацией. Отдавать алтарю, смотрите, можно кланяться, можно радоваться святому, это означает отдавать, радоваться святому. Можно обещания давать, говорить, я буду стараться, как ты, пожалуйста, я буду там. Это называется служить, кланяться, радоваться, обещания давать, любить просто, любить, верить. А что тогда молиться-то? Устраивает и все. А ничего, конечно, все же хорошо. Спасибо, Господи, у меня все нормально. Мне от Тебя ничего не надо. Но если вы действительно разумный человек, вы поймете, что когда у человека все хорошо и все устраивает, то надо тогда прославлять Бога и забыть про себя. И тогда Бог будет так доволен вами, что у вас никогда плохой судьбы не будет. Вот есть люди здесь, которые, много-много людей, которые спрашивают меня о том, как им дальше жить, что делать. Но есть люди, вот вы искусственно сейчас это не делаете, но есть люди, которые просто говорят: Олег Геннадьевич, спасибо за все. Вот эти люди получают больше, чем те, которые спрашивают. Потому что они забыли про себя. Они в этот момент думают о благодарности. Когда человек благодарит просто Бога и хвалит Его, радуется Ему, то в это время он получает 1000 раз больше, чем если он думает о себе. Запомнили? Но отвлечься от себя очень сложно, поверьте. Особенно, когда плохо, жить тяжело. Человеку оторваться от себя нереально сложно, и поэтому и нужно слушать тех, кто молится вместе. Теперь, когда человек оторвался уже от себя, с этого начинается победа над судьбой. Насколько это сильно действует на судьбу. Вы даже представить себе не можете, насколько это сильно действует на судьбу. Это огромную силу влияния на судьбу имеет. У меня есть друзья, которые вот используют эту методику, и они рассказывают, как у нас есть одна девушка, у нее в гороскопе практически не было шансов выйти замуж. Просто не было шансов. И она вот совершала эту молитву, и парень, который тоже ее взял замуж, тоже у него была плохая судьба семейная, и он тоже молился
у нас в команде, тоже совершал молитву. И потом в какой-то момент они почувствовали, что скоро как бы все будет хорошо. Понимаете, у них в сердце легкость появилась, как бы они почувствовали, что уже перестали беспокоиться за свою семейную жизнь. Вот люди подходят ко мне и говорят: Олег Геннадьевич, я замуж не могу выйти. Это означает объем работы, беспокойство. Но некоторые девушки не замужем, но не подходят ко мне. Они такие улыбаются и чувствуют, что скоро выйдут замуж. Это означает, что они победили судьбу уже. И вот с этими двумя молодыми людьми то же самое произошло. Но у них была настолько тяжелая судьба, что они даже ни с кем и не знакомились по жизни. У них не было даже вот возможности познакомиться. И Бог так сделал, что к нам приехал один монах, и он посмотрел на них обоих, и тайком как бы позвал одного, другого, а он монах сам, не женатый человек. И он их склеил, познакомил. И создалась отличная семья. Причем ни парень, ни девушка не хотели сразу, они сопротивлялись. Я там тоже помог немножко. Я его за шкирку буквально затащил в семью в эту, за шкирку. Брать замуж девушку, это брать, я тебе сказал. Он такой, он не верит. Ну, сейчас у них отличная семья, они счастливы, хорошие отношения. Потому что проблема была им именно познакомиться. А когда они познакомились, то уже все пошло хорошо. Так действует молитва. Она реально побеждает судьбу. То есть у человека прорывается просто судьба, прорывается с помощью молитвы. У нас таких примеров тысячи, много очень. Потому что так и происходит прорыв судьбы реально. Как судьба прорывается? Сначала человек молится, ему кажется, что ничего не получится. Пока он не отвлечется от своей проблемы, невозможно победить судьбу. Но постепенно, слушая тех, кто молится, допустим, люди говорят: а если они святые, как я побежу судьбу вместе с ними? Знаете, что не имеет значения, святые они или нет. Главное, что люди просто двигаются куда-то. Если ты слушаешь их, ты движешься туда-то, туда же, понимаете? То есть они движутся к Богу, ты их слушаешь, тоже двигаешься. Неважно, даже пусть грешники молятся. И они движутся к Богу. Ты слушаешь их, молишься с ними, тоже движешься к Богу. Все, процесс пошел. А слушать кого-то легче, чем себя, понимаете? Когда себя слушаешь, ты слушаешь также свои грехи, не только свою молитву. А когда ты слушаешь тех, кто молится, других людей, ты будешь только молитву их слушать, ты их грехи слушать не будешь. Понимаете? И вот в этом заключается колоссальное преимущество, когда люди молятся вместе с кем-то. Они легко отвлекаются от себя и таким образом быстро начинают идти к победе над судьбой. Причем в священных писаниях ведических говорится, что в наше время сам Бог хочет, чтобы все вместе молились, совместно, потому что атмосфера сильно осквернена. И внутри себя, когда человек находится наедине с собой, он очень сильно греховно думает. Но когда человек с кем-то, вот включил хотя бы молитву, уже грехи отодвигаются, и он может побеждать судьбу легче. В тот момент, когда человек начал успокаиваться в сердце и думать о Боге, то есть он кланяется алтарю, он радуется святым людям, он радуется Священному Писанию, можно поклоняться Священному Писанию, можно святым людям, можно святому месту. Ну, во всех верах по-разному. И все это правильно. Можно святому имени даже, имени Бога можно поклоняться написанному. Ну, то есть это все правильно, в каждых верах свое что-то. Но в целом все это правильно. И то, и другое работает. Если человек это делает, то постепенно он приходит к полному спокойствию по поводу какой-то конкретной проблемы. Сначала его сердце наполняется энергией силы или счастья. У него в сердце сначала спокойно становится. А потом эта энергия начинает течь туда, куда надо. Бог всегда знает, что, какую дырку заткнуть вперед у нас в жизни. И мы тоже это все хорошо знаем. И Бог знает то же самое. У Него не другое мнение. Вот. И когда сердце наполнилось уже, то потом дальше откупоривается вот эта дырка и начинает туда течение идти. В тот момент, когда течение пошло в нужном направлении, человек тут же начинает получать знания, что с этим делать. То есть знание приходит уже на второй стадии победы над судьбой. Не болтайте. Человек получает стопроцентное понимание, как ему побеждать судьбу. Вот, допустим, муж уходит, на второй стадии человек понимает, как себя с ним вести правильно, чтобы он не ушел. Приходит знание.
На второй же стадии, когда она продвинутая, то есть вот когда по этому канальчику между мной и тобой начинает идти энергия победоносная, то тогда устанавливаются отношения дальше. Если есть какая-то проблема, ты легко начинаешь воспринимать эту проблему. Если это человек, тебе легче с ним общаться. Если это начальник, значит, он тебя прощает, ты его прощаешь. Если это ребенок, значит, с ним устанавливается контакт. То есть на второй стадии это стадия контакта, устанавливаются отношения. На третьей стадии начинает меняться ситуация. Если это больной человек, он начинает вылечиваться. Если это начальник, он меняет отношение к тебе. Если это близкий человек, его тянет тебе назад вернуться и так далее. Так побеждается судьба. Вот чтобы пройти все эти 3 стадии, обычно нужно не меньше полгода. Потому что обычно тяжелые ситуации медленно продвигаются. То есть это медленный процесс, постепенный. Но, например, сначала кажется невозможно. Невозможно. Но потом постепенно кажется, что легкотня. Невозможно превращается в легкотню. Надо просто заставить себя идти этим путем. А заставить себя тяжелее всего. Вот во всем, что я рассказал вам, связано с молитвой, запомните, самое сложное — это начать. Поэтому я вам предлагаю такой метод. Заставьте себя молиться каждый день по 5 минут. Заставьте себя каждый день по 5 минут, не больше, не 10, не 15, не 20, 5 минут, но каждый день. И молитесь так в течение месяца-двух каждый день по 5. Потом аккуратненько прибавьте еще 5. Но опять каждый день, не меняя. И так по мере вашей возможности прибавляйте по 5 минут. Ваша жизнь, даже когда вы 5 минут в день будете молиться, сильно изменится. Это я вам точно говорю. Только по утрам. Вы скажете, у меня нет времени, 5 минут все найдут время в течение дня. А даже 5 минут меняет всю жизнь, потому что вы включаетесь в молитвенную жизнь. Включиться тяжелее всего в контакт с Богом. А потом уже все пойдет как надо. Самое сложное именно включиться, запомните. Не то, что у вас времени нет, у вас нет сил включиться. Но если вы привыкли каждый день по 5 минут, то тогда ваша жизнь поменяется 100% к лучшему. Но если вы скажете себе, а я могу и 20 сразу, вот тогда это будет ошибка. Потому что какой-то день вы 20 не помолитесь, и вы скажете, ой, я не могу, все, значит, все пропало. И все закончится у вас тогда. Время, как вот проснулись, надо, встали, когда нужно омыться, омовение сделать. Сначала человек проснулся, он должен почистить зубы, почистить там язык, если кто-то чистит. Язык тоже надо чистить, потому что там копятся токсины, чем-то ложечкой счищать вот это все. Зубы, язык почистили, побрились там мужчины, и потом дальше под душ. Лучше в туалет сходить до душа тоже. Все вот сделать, потом под душ. Когда вы уже под душем постояли, сразу после этого молитва. А потом все остальное. Еще знайте, что если вы, когда вы готовите пищу, если вы в это время читаете молитвы, то эта пища становится освященной. Если эта пища освященная, ее едят ваши близкие, то они быстрее меняются, чем если вы будете их пилить. В 1000 раз быстрее меняют свою жизнь, чем если вы будете их пилить каждый день. Просто, когда готовите, читайте молитвы, заставьте себя это делать. И думайте о том, что вы готовите не для близкого человека, а для Бога. Потому что Бог 100% примет вашу пищу как подношение в этом случае. Не то, что Он ее всю съест и близким не останется. Хотя такое тоже бывает, мои хорошие, бывает. Но это бывает не с нами, понимаете? Я вам приведу пример. Где-то 500 лет назад жил один маленький мальчик, ему было всего 5 лет. Вот, и когда папа пошел на рынок, он сказал мальчику, сегодня ты будешь Богу как бы отдавать пищу. Проследи, чтобы он обязательно осветил ее, покушал. Но мальчик маленький, они дети, все буквально все понимают. Понимаете, маленький мальчик поставил на алтарь пищу приготовленную и начал молиться Богу, чтобы он покушал. Но пища при этом никуда не девалась. Мальчик сильно осерчал, начал плакать, молиться. И так длилось пару часов. После этого Бог
съел всю пищу. Когда отец пришел как бы домой, он говорит: а где эта пища? А мальчик говорит: а Бог все съел, как ты просил. И как бы и отец подумал, что он сам все съел. И поэтому он пошел второй раз туда же на следующий день и сказал: сегодня опять сделать то же самое. А сам спрятался. И мальчик опять так же начал делать. Он начал плакать, как бы молиться. И Бог при этом не ел, потому что отец подглядывал. А Бог, он не хотел, чтобы отец видел. И отец это понял. И он когда чуть-чуть, ну как бы отодвинулся на 5 минут, и потом опять посмотрел, но увидел, что уже пустые тарелки. Бог съел все. Когда он ему дал такую возможность. После этого этот отец начал служить этому мальчику как своему духовному учителю. Понял, что это святой человек. И начал ему поклоняться, как не как к своему сыну относиться, как к гуру, наставнику уже. Это исторический факт. Также у меня есть видео, как изваяние Господа пьет молоко. Вот прямо из ложечки. У меня даже есть такое видео. Просто женщины индусские берут, как бы, вот это все видео показывают, они болтают между собой, и вот с любовью поят, как бы, ну как, Господу там поклоняются. Если вот сделать статуэтку и думать как о нем, как о Боге, то туда Господь входит, написано в Священных Писаниях. Ну не все как бы принимают этот момент, думают, что это идолопоклонничество, но Господь, Он любую форму может принять, какую вы Ему предложите. Ему все равно, как мы будем Ему служить. Ну, не важно. Ну, то есть важно то, что есть люди, которые реально могут кормить Бога, но не мы. Поэтому даже просто человек молится, он освящает пищу, и освященная пища колоссальное влияние оказывает на сознание человека. Это тайный способ поменять своего близкого человека. Всегда осветилась. Если вы молитесь над пищей, она всегда осветилась, всегда. Самое главное, когда вы молитесь над пищей готовить, не пробуйте. Не пробуйте, готовьте на глаз. Если вы молитесь, не пробуйте, потому что вы попробовали, что Богу там уже делать. Медитация успокаивает ум. Если ты садишься, настраиваешься на музыку какую-то или медитируешь на чистоту, на счастье, там, медитация — это деятельность ума. Она успокаивает ум, но судьбу не побеждает. Она очищает то, что уже вышло наружу. Судьба — это то, что сидит внутри. Судьба побеждается только звуком, направленным на Бога. Звук этот лезет прямо в сердце, и глубже, глубже, глубже. Вы себя даже как душу можете увидеть во время молитвы. Так глубоко может зайти молитва. Но когда вы просто медитируете, вы берете поверхность озера ума и очищаете, водоемчик этот очищаете. Чем глубже медитация, тем сильнее вы озеро ума очищаете. Но глубоко в судьбу медитация залезть не может. В судьбу можно залезть только звуком. Запомните это. Только звуком можно туда залезть. Причем, чем громче человек повторяет молитву, тем сильнее воздействие. Есть два типа силы, побеждающих судьбу. Одна сила называется любовь. Это труднодостижимая сила. Она возникает, любовь к Богу, только когда у тебя нет грехов в сердце. Тогда человек по-настоящему начинает любить Бога. Но второй способ ему добраться до Бога — это сила. И сила означает сила звука. Он громко повторяет молитву. Но есть ограничения — это соседи и муж. Имейте в виду, что когда вы начнете молиться дома, так как вы менять будете атмосферу, любые изменения в состоянии разума всегда воспринимаются с огромным опасением у близких родственников. Даже если человек находится в вашей традиции, он просто живет без молитвы, а вы начали молиться, ему будет страшно, он будет вас отговаривать. Вас начнут отговаривать родственники, и даже дети лезут на родителей, не дают им молиться. Если люди начинают молиться, даже дети не дают. И кошки, и собаки тоже. Никто не дает молиться, потому что вы меняете пространство всей жизни, всей семьи в это время, и поэтому все сопротивляются как могут. Но потом люди привыкают, успокаиваются, и можно дальше
Первый этап очень тяжелый, потому что все в штыки. Поднимите руку, у кого уже началось. Это пройдет. Это пройдет, потому что проходит всегда. Я когда начал заниматься духовной практикой, у меня мама подумала, что я с ума сошел. И она сходила к одному психиатрше, и та расспросила про меня, и решила, что точно я сошел с ума. Она поставила мне диагноз шизофрения. А я поступал в медицинский институт в это время. Было 17 лет. Вот. И я маме говорю, зачем туда пошла? Она говорит, я хотела как лучше. Но я правда вел себя очень странно. Я открывал себе третий глаз и полгода не разговаривал. Представьте, ребенок не разговаривает вообще. Я концентрировался вот сюда, я прочитал в священных писаниях ведических, что если человек концентрируется вот сюда, не разговаривает и постоянно об этой точке думает, у него открывается третий глаз. Способен видеть характеры людей, их болезни и так далее. Что я и сделал. Я просто ни днем, ни ночью не отвлекался от этой точки. Ну и, соответственно, не разговаривал. И мама смотрит, у меня такой взгляд, как... Я не разговариваю, но подумал, наверное, шизофрения. Ой, извините. Ну и, в общем, поставили мне этот диагноз. А мне надо поступать в мединститут, а с этим диагнозом в институт не берут. Ну, в результате мы нашли другого психиатра, это был главный психотерапевт города Тольятти. Мы поехали к нему на прием, я ему все рассказал, ему так понравилось. Он говорит, классно, супер, мне тоже, я тоже так буду делать. Вот. И говорит, езжай, говорит, к моему другу в Самару, там главврачу этого диспансера, где там домик незнакомого архитектора, и все там сидят. Вот. Я туда поехал, он со мной поговорил, ему тоже очень понравилось. Он снял диагноз, короче. Я поступил в мединститут. Такая история. Так что, а сейчас мама сама уже молитву повторяет у меня. Все нормально. И она встретила лет 10 назад эту женщину, в очереди стояли, и так узнала маму, говорит, ну как твой психбольной? А мама говорит, ну как бы, а он здоров. Потом посмотрел на нее, иногда, говорит, здоровый человек кажется больным, а больной здоровым. Намекнула ей. Какие у вас вопросы по молитве? Да? Да, вот, побеждающий судьбу. Ее на четках читают христиане. Уже много веков. Да? Лучше в вашей вере. Ну вот повторяйте эту молитву, значит, Отче наш. Нужно. А? Нельзя петь? Почему? Когда человек читает молитву, то включается разум. Когда он поет, включается ум. Пение сильно включает эмоции. Эмоции связаны с умом. Когда человек побеждает судьбу, у него включается очень глубокая часть звука. Я желаю всем счастья, Господи. Ну, то есть глубокая часть звука. А когда он поет ля-ля-ля-ля-ля-ля, включаются эмоции, поверхностная часть как бы сознания. И это связано с желанием наслаждаться. Вместе весело шагать по просторам. Ну, то есть это тоже хорошо, но это настроение просто дает, а глубину победы над судьбой не дает. Потому что разум, он серьезный очень. Понимаете? Но иногда люди поют и как бы серьезно очень. Это высокий уровень. Лучше сначала просто читать молитву, а потом, когда станешь развитым, можно и петь начать. Надо просто знать, как правильно. Ваш вопрос? Четки, да, четки в руке, да. Я вам расскажу еще сейчас о позиции пальцев во время молитвы. Вот этот палец означает «я» большой. Вот этот палец означает намерение.
Указательное — это намерение. И вот самое первое, это называется мудрой комбинацией пальцев. На санскрите называется мудрый. Мудрость, наверное, от этого слова пошла. Это санскритское слово мудрый. Вот. И самая первая мудрость, которую мы узнали, это когда я прячет свои намерения. Это описано мудро, что это означает хитрость. Мудро. Вот, у меня есть один знакомый, он говорит, а я мудрость знаю. Он говорит, я когда к начальнику прихожу, я, говорит, сую руку в карман и фигу показываю. Мне так спокойно всегда. Что бы он ни говорил, я нормально. Мудру фиги делает, и как бы и все. Намерение спрятал, и все, ему спокойно. То есть в комбинациях пальцев находится сила, потому что пальцы связаны с разумом и с умом человека, они связаны с судьбой пальцев. Итак, первое мудрое. Я соединяю себя со своими намерениями. Второй палец означает способность действовать, сила человека психическая. Средний палец. Я увеличиваю свою психическую силу. Третий палец означает чувство собственного достоинства. И вот парень сидел, вот молодой, я ему говорю, вам надо сильнее чувство собственного достоинства сделать свое, чтобы стать достойным, сильной личностью, безымянной. Соединяюсь я, все как бы увеличивается моя сила внутренняя. Я становлюсь достойным, сильным человеком. Замуж, чтобы выйти, жениться, нужно стать сильным. Третий палец. Моя способность влиять на окружающих. Общение, отношения и так далее. Мизинец. Допустим, я не могу с мужем отношения наладить, тогда я вот так читаю. Но если, соответственно, вы берете и так делаете, тогда будет двойной эффект. Если так, то еще больше. Но тогда все разлетается. Тогда больше на все стороны, но тогда меньше в одном направлении. Чаще всего, когда молится, просто я и намерение, то есть увеличивают силу воли. Вот так и увеличивается концентрация внимания и сила воли. Если слабость, не можешь читать, у тебя сил нет, тогда вот так. А если нет силы воли и сил одновременно, тогда вот так. Что? Чувство собственного достоинства? Это, вы говорите, я не понимаю. Вот я не понимаю, то есть вы сказали, чувство собственного достоинства не понимает чувство собственного достоинства. То есть чувство собственного достоинства — это и есть я. Я. Вы сказали, я не понимаю, что такое я. И когда человек говорит «я», это значит слабое чувство собственного достоинства. А говорит «я», это значит, что оно неправильно работает, оно гордое. Когда человек говорит «я все смогу», то есть это значит сильное чувство собственного достоинства правильно работает. Нет, все сможешь не гордо, когда ты считаешь. Когда ты хочешь, когда ты служишь другим людям, и сильная позиция, тогда правильное чувство. А когда ты на себя направил все, тогда это ложное чувство собственности. Вам надо было на первую лекцию прийти. Там я это объяснял подробно. Ну? Пожалуйста, не делайте этого. Не настраивайтесь на своих родственников. Потому что если вы будете это делать, вы никогда не победите судьбу. Бог знает, понимаете, Он все знает про ваших родственников. Вот, допустим, вы, маленький ребенок подбегает к отцу и говорит: папа, я хочу кушать. Он говорит: все, я понял. И вам готовит кушать. Теперь вы каждую секунду подбегаете: папа, я хочу кушать, папа, я хочу кушать, папа, я хочу кушать. Он говорит: слушай, ты задолбал меня, я же тебе уже готовлю. Если вы сказали себе: я хочу помочь своему родственнику, все, Бог уже все знает. Он и до этого знал, чтобы вы знали. Теперь вы просто о нем думаете, о Боге, а не о своем родственнике. Для чего вам его ставить рядом с собой? Чтобы Бог не забыл, да? У него нормальная память, понимаете? Лучше, чем у нас. Он все помнит. Он вас помнит и в прошлых, и в позапрошлых жизнях. Все помнит, понимаете?
Ничего не забыл. А вы все забыли уже. А? О чем? О муже не надо, надо о Боге думать. А Бог будет думать о муже. Так я вам 100 раз уже об этом сказал, вы меня не слышите. Потому что хочется думать наоборот. Это называется вера в Бога. Вы думаете о Боге, Бог думает о муже, понимаете? Это называется вера в Бога. А если мальчик не доверяет, он говорит, ну папа, ну ты приготовишь? Или он говорит, ты что, мне не веришь? Он говорит, я тебе верю, верую. Но быстрее приготовь. Отдаю плоды молитвы, можно вообще никому не отдавать. Бог знает, вы и так их отдаете. Вы говорите, я хочу помочь мужу. Все, уже отдаете плоды молитвы. Все. Понимаете, опять недоверие Богу какое-то. Понимаете, вы говорите, ничего не надо, и так он все знает. Вы, допустим, хотите помочь мужу, сели молиться, надо думать о Боге. Вы, ну, чтобы точно как бы он не подвел, я отдаю мужу плоды молитвы. Понял, да? Понял? Ну ладно, чтобы вы совсем все поняли, я сейчас вам тогда как бы покажу кое-что. Совсем, чтобы вы уже точно все поняли. Вот покажу вам, как не надо делать. Извиняюсь. Вот видите, суслик стоит. И сверху надпись: Господи, дай мне толстый кошелек и тонкую талию. Прошу, не перепутай. Вот так делать не надо. Понятно? У Бога не надо ничего просить. Сейчас хорошо объясню. Вот смотрите, в Ведах описаны так называемые шанти-мантры. Что такое шанти-мантры? В древней культуре тоже были разные веры у людей, точно так же, как у нас. Но люди, они пытались объединяться, и они собирались большими-большими залами, и они повторяли шанти. Шанти переводится мир, слово шанти переводится мир. И они делали для мира друг с другом, на земле во всей. И они повторяли такие молитвы. Они разговаривали все на санскрите, но имели разные веры. Поэтому молитва тоже на санскрите. Они повторяли. Сарвее баванту сукинага. Переводится: я желаю всем счастья. Сарвее шанту нирамая. Я желаю мира на этой земле. Сарвее бадрани пашьянту. Пускай удача будет у всех живых существ. Накашчи дука бхагавет. Пусть никто не страдает. Теперь у меня вопрос. К какой вере принадлежит молитва? Ко всем верам. Поэтому, когда повторяем «Я желаю всем счастья», это тоже молитва, направленная на благо всех живых существ. Но она не имеет конфессиональную какую-то природу. То есть это просто настрой, я называю это настроем. Но этот настрой побеждает судьбу, это факт. Мы уже видели много-много примеров на это. Он настраивает на бескорыстие, и значит, что Бог входит в сердце в это время. Но, понимаете, есть разные молитвы. Послушайте, вот настрой просто «Я желаю всем счастья» — это самая слабая молитва. Сильнее, когда ты что-то просишь у Бога, конкретно к Богу обращаешься, что-то у Него просишь. Господи, дай мне, пожалуйста, вот это, смотри, не перепутай. Это сильнее, чем просто «Я желаю всем счастья». Теперь дальше, когда ты просишь у Бога духовного знания, а не материальных себе благ, это еще сильнее молитва. И она также дает еще и материальные блага параллельно, вместе с духовным, сама. Потому что Бог знает, что нам надо, Он дает параллельно это. Но если ты у Бога ничего не просишь, а просто прославляешь Его, говоришь: Богородица, Дева, радуйся, и забыл про себя в это время, то это еще сильнее молитва. Запомнили? Молитвы бывают разной силы.
А прямое обращение к Богу является сильнее. А если ты обращаешься к Нему, прославляя Его или радуя Его, тогда это еще сильнее. Например, ребенок подбегает к папе и говорит: папа, я желаю тебе счастья. Он говорит: спасибо тебе, сынок. И думает: надо накормить, наверное, голодный. Вот. Теперь дальше, второй вариант. Ребенок подбегает и говорит: папа, я хочу кушать. И улыбается ему с радостью: папа, я хочу кушать. Замечательно, я тебя накормлю. Следующий вариант. Он прибегает и говорит: папа, научи меня жить хорошей жизнью. Правильно, он думает: блин, надо точно накормить, хороший человек. И когда он прибегает к нему и говорит: папа, я тебя люблю. Это самое сильное. Говорит: ну, спасибо, сынок, я тебя тоже. И в этот момент у него в сердце появляется знание, что ребенок все-таки голодный, надо его накормить. Подарочки дает, да. Спасибо, хороший вопрос. Еще какие вопросы по молитве? А? Шепотом тоже хорошо, но сила от этого молитвы страдает, теряется. Шепотом лучше, чем про себя. Можно молиться так, чтобы вообще никто не услышал, но ты должен слышать сам себя, иначе это уже не молитва. Ваш вопрос? В наушниках слушать можно. Смотрите, когда в левом ухе слушаешь, то ты получаешь связь с любовью Бога. Если ты сильно уже развитый, можешь в левом ухе слушать. А если ты в правом ухе слушаешь молитву, ты получаешь силу победы над судьбой. Правое ухо дает силу, а левое — любовь. А если в обоих, то ты тогда себя не будешь слышать уже. Надо только в одном слушать. Одним ты себя слушаешь, а другим слушаешь того, кто молится с тобой вместе. Да? Четкий держишь правой рукой, а левой мудрый делаешь. Можно так делать, да. Как? Всю молитву правой держишь четкий, а левой мудрый. А как четкий перебирать, в каждой вере по-своему. Кто-то в эту сторону перебирает, а кто-то в эту. Надо узнать в своей вере, как у вас перебирают. Кто-то на этом пальце перебирает, а кто-то на этом. Тоже надо узнать. Делать так, как у вас в вере, ничего не менять. Ваш вопрос сзади, девушка. Это очень сильное воздействие. За это умножается многократно. И поэтому у меня были колоссальные случаи. Просто когда на фестивале «Благость» один раз, в этом году, вот последний раз, мы целый час повторяли громко «Я желаю всем счастья». У одного мужика, ну такой серьезный бизнесмен, начальник, его должны были в тюрьму посадить. И через 2 часа после того, как мы повторяли, ему тюрьму отменили. Ему позвонили, сказали: все, тебя сажать не будем. Но он еще поменял свое представление, он раскаялся, он как поменялся, он перестал думать, что он так будет делать. И все, у него поменялась ситуация полностью. Это благодаря молитве произошло. Много интересных случаев у меня есть. Один раз мы учились, просто у нас целый семинар был посвящен обучению молитве. Это было в Питере. И один мужчина пришел вообще первый раз на лекцию. Он посидел, послушал, говорит: ну я хочу попробовать. И мы выводили людей на сцену. И все громко повторяли «Я желаю всем счастья» и отдавали ему, чтобы ему лучше было, не себе, а ему. Когда другому отдаешь, всегда тебе лучше будет. И все отдавали ему, а он отдавал всему залу. И так несколько человек стояло. И когда он пришел, а у него мама, она лежала и не говорила, и не ела, и не пила уже, она при смерти была. И когда он пришел, и уже несколько недель она так лежала. Когда он пришел домой, она села, начала кушать, и у нее румянец пошел по лицу. И он пришел на следующий день обалдевший и начал рассказывать об этом, что я работаю система. Конечно, там сколько, вот смотрите, у нас там 700 человек вместе повторяют «Я желаю всем счастья». И еще все клубы «Благость» повторяют одновременно.
Представьте, сколько там силы одновременно. Несколько тысяч человек повторяют. Конечно, это силу дает. Молитву даже полраза достаточно. Господи, и достаточно. Для начала. Можно даже вот, Господи, помилуй меня, и достаточно. И все. И уже достаточно, для начала. Потом один раз уже прочитали и хорошо, потом 2, потом 3. А потом вот я уже сейчас повторяю 2 часа в день. И сколько там много получается, я уже не считаю. Тоже хорошо. Все зависит от потребностей. На ночь лучше почитать что-то о Боге. Можно псалмы там и так далее. Это молитвы, дающие человеку представление о духовной жизни, вдохновляющие его. Но читать молитву, побеждающую судьбу, лучше только с утра. С 4 до 6 это супер лучший вариант. Но если в любое время с утра у вас получится, и слава Богу. Лучше не менять. Повторять одну, бить в одну точку все время. И выбрать самую сильную молитву, самую лучшую. Не менять долго-долго, много лет. Потому что чем больше вы ее повторяете, тем глубже вы пробиваете судьбу. А если вы поменяли, все заново надо начинать. Это как жену не надо менять. Жену, страну, веру и молитву менять не надо. Иначе будут проблемы. Я не скажу. Потому что с этим вопросом вы должны обратиться к мудрецу из православной веры. Потому что я, не в православной традиции говорить что-то о православии для меня это вообще кощунство. Потому что я не специалист. Поэтому зайдите в храм православный, спросите у батюшки, которому вы доверяете, он вам скажет, какая молитва самая сильная. Несомненно. Хорошо? А я считаю, что лучше не выпендриваться, и если ты ни в какой-то вере не находишься, ничего не надо говорить об этой вере вообще. Иначе это просто конкретное просто бахвальство. Да? Больница, мочиться, да, Когда кто-то болеет, молиться за больного, простите. Но поймите, что вы просто думаете о Боге, прославляйте Его, и вы поймите, что вы знаете точно, что это вот для этого человека. Все, Бог тоже знает. У вас есть сомнения какие-то? Он знает все, знает. Ну все, тогда не бойтесь, просто думайте о нем, отвлекитесь от больного. Одна женщина вот буквально вот с Новосибирска недавно подошла ко мне с глазами, с полными слез, говорит: Олег Геннадьевич, 3 года молюсь за сына, никакого сдвига, почему вы нас обманываете? Что молитва так сильно помогает. Я сразу ей задал вопрос, говорю: вы когда молитесь, думаете о Боге или о сыне? Она говорит: я думаю о сыне. И это значит, что Бог туда не заходит. Все, точка. Нужен пример какой-то, тогда все понятно стало. С 3 года будешь зря просто время тратить. А если ты забыла про сына и думаешь о Боге, прославляешь его, и благодать Божья пошла, знаешь, что в это время сыну будет супер как помогать. Потому что ты же знаешь, зачем ты молишься. Тебе нужно вот это. Бог тоже знает. Ну, последний вопрос, и мы сейчас будем, я желаю всем счастья. Да? Ком в горле. Ком в горле — это значит, что у вас неправильно работает система. Вы очень сильно напрягаете звук, голос. Я желаю всем счастья. А надо: я желаю всем счастья.
Звук должен идти в сердце, а не в горло. Горло означает эмоции. Я желаю всем счастья. Это эмоции. А я желаю всем. Или я желаю всем счастья. Это сердце. У женщины сердце звенит как колокольчик. А у мужчины такой гробовой звук такой. Я желаю. У женщины я желаю всем счастья. А вот так я желаю. Ну-ка скажите. Я желаю. Вот это горло. А теперь сердцем. Не бойтесь, люди боятся сердцем говорить. О, молодец. Все, горло не будет так болеть. Легче горло стало сразу, да? Все. Если вы спите во время молитвы, я желаю... Это значит, что вы плохо слушаете звук. Если у вас эмоции переклинивают, я желаю всем счастья. Это значит, что вы плохо отдаете людям, все в себе копите, понимаете? Для себя все, на вас все застанавливается, и вас уже там переклинивает уже там. В такт музыки двигаться, значит, вы хотите наслаждаться. Там, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Вот, это наслаждение. Понимаете? Это тоже не побеждает судьбу. Надо, чтобы хотелось слушать и больше ничего. Понятно? Любить? Любить означает понять сначала человека, увидеть его. Когда человек молится, глубоко в сердце входит свое, и он потом смотрит на человека, он видит его глубину. Не свое желание наслаждаться им, а глубину. И с этого момента он начинает глубоко понимать сначала человека, а потом, если он ему еще служит, тогда он начинает его любить. А сначала мы просто балдеем от людей. Это не любовь, это эксплуатация. Все сели прямо.